Многие задаются вопросом, чем можно и чем нужно просверливать как глухие, так и сквозные отверстия. А также как установить подрозетник после двух вариантов сверления и какой применять материал – гипс, цемент или все-таки монтажная пена. Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебецкий, и это канал о ремонте и отделке своими руками. И в этом ролике также поговорим, что лучше – увлажнять или грунтовать перед установкой подрозетников. И покажу небольшие тесты. Приятного просмотра! Итак, первая часть ролика — это обзор и рекомендация по применению инструмента. Вкратце, сколько нужно было вложить сил и финансов, чтобы прийти к правильному подбору инструмента для каждого вида работ. Ну и немного тестов. А вторая часть ролика — как установить подрозетники после оштукатуривания стен и алмазного сверления. И также установка подрозетников, заранее просверленное отверстие перфоратором и коронкой по бетону до штукатуривания стен, а потом оштукатуривание и установка. Итак, чем я начинал сверлить, к чему я пришел, и на самом деле это еще не конец. На самом деле за все время работы, это не месяцами, а годами, скапливается все больше и больше инструмента. Так как его постоянно мало, где-то не хватает мощей, где-то быстро греется, а где-то просто неудобно работать каким-либо инструментом. Но если, конечно же, речь идет про зубило и молоток, то перегреться, скорее всего, можно самому. Шутка, конечно, но при хорошем желании продолбить можно все что угодно. Просто вопрос во времени. Но все сверление, конечно же, начиналось с дрелей. Ударных, безударных, множество коронок, это шуруповерты. Но это все работает, но не так эффективно, как быстро я перешел на перфораторы. Начиная также от самых дешевых и заканчивая средним ценником. Дешевые послужили, конечно же, максимально недолго и, в принципе, не подлежат ремонту. А вот со средним ценником ресурс, конечно же, чуть больше. Но при этом я этот инструмент ремонтирую сам. И по итогу вот еще сколько запчастей. И это не просто так как сверлить, допустим, 70-й коронкой или 75-й по газоблоку, пеноблоку нет никаких проблем. И как вы заметили, с такими стенами может справиться даже недорогой шуруповерт. А вот с кирпичными стенами или бетонными сверлить коронками 70-ми, 75-ми, конечно же, возникают некие трудности. Муфты просто не выдерживают нагрузки и наворачиваются. Ну а чтобы такие средние перфораторы прослужили гораздо дольше, то желательно использовать коронки меньшего диаметра. Ну, пару отверстий можно сделать. Я же сейчас в основном использую вот эти вот средние перфораторы, в основном для демонтажных работ, демонтаж штукатурки, что-то подобное, либо сверление бурами, там 6 мм, 8 мм, 10, 12, ну максимум 14. Но в последнее время я их не использую с коронками для подрозетников. Ну и как говорится, перфораторов много не бывает. Один нагрелся, взял второй, второй нагрелся, взял третий, третий нагрелся, взял четвертый, так как любой инструмент в принципе не любит перегрева. Ну, в редких случаях пользуюсь коронками маленького диаметра. Ну а так как сверлить все-таки средними перфораторами, коронками 70-го, 75-го диаметра не особо рекомендовано, но сверлить нужно. Что сделал я дальше? Я просто купил перфоратор побольше. И что вы думаете произошло дальше? С перфоратором все хорошо. Я купил вот такой вот всем известный переходник. Это переходник с SDS Max на SDS Plus. Болтается как кое-что, не знаю почем. Неудобно. Получается целый паровоз такой. Поэтому купил сразу же хвостовик SDS Max и непосредственно уже напрямую на коронку. Перф работает безотказно, даже не чувствует никаких нагрузок. Коронки засверливаются вообще отлично, особенно по кирпичным стенам. А вот по бетончику, конечно же, возникают некие проблемы. Если где-то немножечко уперся в арматуру, да, я знаю, что нельзя сверлить арматуру и нарушать целостность конструкции, но
даже иногда, когда ты об этом не хочешь этого делать, но ты все равно попадаешь именно в арматурину. Абсолютно каждый высверливал, не надо говорить, что никто ее не сверлил и не убирал. Конечно же, в идеале делать фальш-стену. И в итоге, попадая даже на небольшую арматуринку, перфоратор помощнее этой нагрузки не чувствует от слова совсем, сверлит как ни в чем не бывало. А вот на коронке зубья отлетают просто на раз-два. Ну и также у меня вот еще есть на память коронка, которая повидала многое и в один прекрасный момент осталась вообще без зубов. Торец расплющила и ее саму немножко подраздуло в теле бетона. Но при этом это я просверлил отверстие под вытяжку с водяного колодца. Но в принципе результатом сверления вот таким вот перфоратором и при помощи вот таких вот коронок с нормальным хвостовиком напрямую сразу на SDS Max я остался доволен. Но это по кирпичным стенам, потому что сверлит как по маслу, даже коронки долго служат. Не говоря уже о газоблоках, фиброблоках, там вообще как по маслу, там и даже вот эти справляются. Но остается вопрос все-таки с бетонными стенами. Потому что ресурс таких коронок, что по кирпичу, что по бетону, конечно же, разница ощутимая. Насколько хватает для кирпича и для бетона. Как говорится, коронками сильно не запастешься. Но ведь спустя время-то появилось желание и заняться установкой сплит-систем, и тут стало еще гораздо интереснее. Проломной бур это на самом деле хорошо и прикольно, но хорошо только в том случае, если с обратной стороны вываливается только одна кирпичина, в худшем когда 3, а то и 4 кирпичины. Как я боролся с данной ситуацией? Не досверливал проломным буром, досверливал восьмеркой длинной, чтобы с обратной стороны появилось отверстие, и относительно этого отверстия досверливал еще и коронкой. Это, конечно, хорошо, аккуратно, но стал вопрос во времени. Так сказать, зачем выполнять портышкин труд? Далее, чтобы выполнять работу гораздо быстрее, качественнее, не делать, так сказать, двойную работу, я прикупил себе недорогую дрель и пару алмазных коронок. Результатом, в принципе, остался доволен, но ненадолго, потому что отдал, так сказать, в добрые руки. Короче, у нее заклинило редуктор, тут пилили, ремонтировали, короче, не подлежит она ремонту. Хорошо, что отдали за нее деньги, поэтому не стоит раздавать инструмент налево-направо. Денежку вернули, поехал, купил же практически такую же, но другого производителя. И плюсом к этой дрели я купил пылеотвод дополнительно, а это на секундочку 4,5 рубля. Обязательно запомните этот момент, ведь мы к нему еще вернемся. Данная дрель все еще работает, но не так, как нужно. Не буду говорить, чей это производитель, но чувствую у нее счастливый конец, потому что редуктор чувствует себя уже не совсем хорошо. Но на тот момент, когда все еще эта дрель работала и продолжает работать, многие знают, что такое комфорт и что такое неудобство, это переставлять коронки туда-сюда. Надо выстрелить для подрозетников, поставил. Надо выстрелить для трассы под кондиционеры, для прокладки трасс для спецсистем. Поставил коронку. Это неудобно. Одну дрель оставил для одной задачи и прикупил себе вторую дрель, достаточно мощную, без микроудара. Результатом, в принципе, работы с ней остался доволен. Но в каждом из этом инструменте, в принципе, есть своя такая мелочевка неприятная. Но с этим можно жить, так сказать, за эти деньги. Но, скажем так, со временем же запросы растут и нужно сверлить отверстия больших диаметров. Покопавшись немного в интернет-магазине, я наткнулся на очень, так сказать, интересную модель Keos Pulsar KS180. На их сайте можно найти модели и послабее, но зачем? Послабее у меня уже есть. Тут я взял, так сказать, с запасом. Можно даже сказать и универсальную. Эта дрель должна, в принципе, перекрывать большинство моих задач. Для подрозетников, для высверливания отверстий под трассу кондиционера и даже для больших диаметров. По кирпичу до 160 диаметра, по железобетону 130 диаметра. Но с большими диаметрами это скорее уже ближе к сантехнике, потому что немногие знают, что для канализационных труб при заливке фундамента можно сделать закладную и потом не заниматься дополнительным сверлением. Но больших коронок у меня пока что нет, но надеюсь, скоро появится. Но помимо больших диаметров сверления, в чем же отличие этой модели от других?
Но не только отличия, но и сходство и преимущества практически любой дрели, предназначенной для алмазного сверления. Это, конечно же, высокая скорость сверления и не боязнь нарваться на всеми любимую арматуру. А вот в отличие от других, есть приятный бонус. Это не картонная коробка, а все-таки наличие надежного пластикового кейса, сделанного из морозостойчивого пластика. По габаритам кейс небольшой, но вмещает в себя саму дрель и всю ее комплектацию. А вот комплектация на самом деле богатая и включает в себя переходник М16 для коронок для высверливания подрозетников. Кстати, коронку тоже сегодня протестирую. А так как эта модель позволяет работать и на сухую, и с подачей воды, то не нужно ничего докупать. Все есть в комплекте. Это две муфты для подключения пылесоса и для подачи воды. Вода мне в принципе не нужна, а вот работа с пылесосом куда более пользуется большим спросом. А это на секундочку 4,5 рубля. Единственное, при подключении нужно не забывать устанавливать резиновую прокладку, чтобы не было пропусков на соединении. А вот соединяется с моим пылесосом вообще шикарно и без всяких дополнительных переходников. В комплекте есть рожковый ключ и шестигранник, чтобы откручивать и прикручивать коронки и собирать рукоятку для ручного сверления. Дрель относительно легкая, около 6 кг, в сочетании с тем, что действительно сверлит большой диапазон диаметров. Относительно предыдущей версии изменился редуктор, он стал больше, надежнее и мощнее. Появилась индикация нагрузки и перегрева, что существенно облегчает контроль, а это значит, что можно вовремя остановиться и не дать просто умереть мотору. Двухскоростной редуктор с различным диапазоном сверления и на самом деле удобное включение и отключение микроудара. Считаю удачным решением. Есть пузырьковый уровень прямо перед глазами, то есть не нужно никаких дополнительных приспособ и уголков, и плавный пуск. Это хорошо не только для засверливания без шаблонов, но и можно работать с бензогенераторами, так как нет больших пусковых токов. В общем, Keos надежный производитель на рынке России уже довольно-таки давно, с двухлетней гарантией. И если что, в комплекте есть ремнабор, это щетки и сальники. Два болтика открутил, щетки поменял и дальше за работу. Но если что, в наличии также есть запчасти, при необходимости отремонтировать инструмент самому и не только, в отличие от других китайских дрелей. В случае поломки, как всегда, нет запчастей, особенно если сломается какая-нибудь мелочевка. Еще больше информации можно получить по ссылке в описании под этим роликом. А также только для моих подписчиков действует промокод STAS161 на скидку в 10% на все товары Keos до конца сентября 2024 года. Вроде все важное сказал, погнали потестим. А небольшой тест я устроил на одном из новых объектов. Стены оштукатурены цементно-песчаной штукатуркой, настолько крепкой, что перф ее просто не берет. Но это вы увидите в будущих роликах, и мне необходимо было высверлить пару подрозетников с заданной по высоте от пола и определенного расстояния от стены, почти по проекту. В общем, на уровне одной из установленной розетки, нужно просто добавить еще парочку. Тестировать буду в двух вариантах пылеотвода. Через накладной, как положено, и через встроенный. Это чисто ради интереса, хотя встроенный предназначен для больших диаметров. Засверливаться буду без шаблона, но первый блин получился, как всегда, комом. Начал засверливание, забыл и не отключил микроудар. И вот что получилось. Можно, конечно, было начать красиво, без косяков, но говорю и показываю, как есть на самом деле. Первые секунды коронка скакала в разные стороны. Но все же просверлить мне удалось. И скажу вам так, достаточно быстро. Я замерял скорость по длительности ролика. Чисто на сверление мне потребовалось чуть больше 1 минуты. А точнее 1 минута и 7 секунд. Без микроудара было бы, конечно, гораздо дольше. По итогу получаем быстрое точное сверление, еще и без пыли. А пыль была всего лишь на этапе засверливания. Но это нормальное явление. Все же просверлить получилось четко, даже с включенным микроударом. Попытка номер 2. Как говорил, ради интереса подключил пылесос через встроенный пылеотвод. Бредовая идея, но все же попробовать стоило. И сразу отключил микроудар, чтобы в этот раз коронку не колбасило в разные стороны. Также засверливался без шаблона, и понятное дело, без микроудара коронка вгрызается плавно в стену и как по маслу. Но забегая вперед, просверлить получилось отлично, если не брать во внимание, что один раз упал пылеотвод из-за проделанной штробы и очень ровных стен. А по скорости получилось быстрее, чем в первом тесте, на несколько секунд. Немного засверлился, включил микроудар и продолжил сверление, периодически посматривая на пузырьковый уровень, чтобы не получилось косо-криво.
В общем, результатами я доволен. Как дрель покажет себя далее, это уже второй вопрос и вопрос во времени. Ну и коронка этого же производителя показала хороший результат. Ну а далее все как обычно. Штроба, обеспыливание, но это уже следующий этап, к которому еще вернемся. И также попробовал просверлить отверстие для трассы кондиционера. Все так же остался доволен результатом. Чистая работа по чистовым стенам. Останется потом установить все на свои места. В общем, получился такой небольшой тест. Что хотел увидеть, то увидел и вам показал. Качеством и скоростью сверления остался доволен. Итак, теперь установка подрозетников. Заранее просверленное отверстие до штукатуривания стен, как одинарных, так и двойных. Знаю, что будут лишние вопросы, почему они так расположены, скажу так. Так захотел заказчик. Все вроде по-новому, но так сказать по старой схеме с небольшими изменениями по высоте. Поэтому расскажу, на что обратить внимание при вертикально расположенных подрозетниках. Это выключатели и розетки. Горизонтально расположенных, не знаю для чего тут розетки, но в данном месте их явно не хватало. Еще в одной комнате похожая история, как в предыдущих. Подрозетник для вытяжки, ну а тут целая система. Покажу скорее просто готовый вариант. А также как установить после оштукатуривания и сверления алмазной дрелью. В чем же все-таки разница? Ну и отвечу на популярный вопрос, что лучше просто увлажнять водой или грунтовать. Непосредственно маленький тест на отрыв. И установка подрозетников после укладки плитки по дымоходу и фартуку. И если вы заметили, то отверстие на фартуке я сделал после оштукатуривания, а провод заложил до оштукатуривания. Для чего так? Есть время подумать и написать комментарий, а позже отвечу я. Ах да, установка подрозетников на пену. Вы серьезно подумали, что я покажу, как установить на пену? Нет, друзья, такого вы у меня точно не увидите и вам так делать не советую. Даже тестировать не буду на отрыв, только смеси и только качество. Первое и самое важное, прежде чем начать работу, особенно важно, если проводку делали не вы, то нужно убедиться тестером на присутствие напряжения и рекомендую обесточить, на всякий случай, так как обмануть ток и задержать дыхание точно не получится. Ну а дальше четко по плану, не считая поездки в магазин за подрозетниками. Достаю провод, разворачиваю и выпрямляю, абсолютно сразу на всех, дальше поймете почему. Выпрямив все провода, это на самом деле для удобства. Если есть стопроцентная уверенность, что подрозетники станут четко в горизонте во всех комнатах и будут четко вертикально друг по другом, это важно, то можно пропылесосить, ведь пыли было много, лишним точно не будет. А так как я сверлил 75-й коронкой, то у меня есть место для корректировки, как вверх и вниз, влево и вправо. Аналогично и после высверливания алмазной коронкой. Поддалбливать мне ничего не нужно, то далее я грунтую грунтовкой глубокого проникновения, абсолютно все и сразу, чтобы прибить мелкую пыль, которая все равно остается даже после пылесоса, и естественно уменьшу водопоглощение стен и штукатурка не будет быстро отдавать влагу, и будет достаточно времени для корректировки. А вот тут увлажняю просто водой. В чем разница, еще не догадались? Скоро расскажу. Все загрунтовал и увлажнил, можно разобраться с подрозетниками, пока подсохнет грунтовка. Можно все красиво разложить, четко по своим позициям, но уделю время и покажу, что у меня разные подрозетники в наличии. Что-то докупал, а что-то было в наличии у заказчика. Все подрозетники не глубокие, потому что у меня нет таких мест, где бы их можно было применить. У меня же есть парочка подрозетников наборных с присоединением соединительного канала. Тут каналов получается целых 3, но на самом деле они мне ни к чему. Ну и они же мне также подойдут, но по отдельности. И также есть просто наборные, с одним каналом. Этого более чем достаточно. Легко собираются на 2 защелках. Поэтому во время установки не будут плясать. Но единственное, нужно немного доработать, пилкой по металлу или болгаркой. Лишнее нужно срезать. Собрал сколько нужно в кучу, но не больше 5, торчащие края отрезал. Так с первого раза не получается, так как диск не новый, а вот так будет лучше. Быстро и почти аккуратно, особой разницы нет, ведь это все спрячется в стене. Но перед тем как установить, рекомендую проделать отверстие сразу, и плоская отвертка отлично справляется с этой задачей.
А вот проделать отверстие в уже установленной, скажу вам так, не совсем удобно. А потом еще в зависимости откуда приходит провод, проделываю еще одно отверстие, чтобы завести кабель. По кругу подрозетника таких мест хватает, со всех сторон есть подход. У меня же есть где подрозетники расположены вертикально, а провод должен заходить сверху, а затем через канал еще ниже. А вот собственно и те же одинарные, где не нужно ничего отрезать. Отверстие проделал и вперед. Теперь собственно расставляю по своим местам. Поправляю провод, чтобы ничего нигде не мешало. Это важно при корректировке. И не отходя от кассы, сразу размечаю. Если расстояние друг от друга небольшое, то можно воспользоваться и пузырьковым уровнем. И делаю отметки по краям, чтобы по ним потом ориентироваться и не дергать уровень через каждые 5 секунд. Ну и также расставляю вертикально расположенные подрозетники и выставляю с помощью того же уровня, четко вертикально. Все должно быть по одной оси. Хотя розетки не всегда расположены вертикально, чаще горизонтально, а это исключение. Спецзаказ, короче говоря. Ну и также ставлю метки. Но на самом деле с лазерным уровнем сделать это гораздо проще, а уж тем более если выключатели и розетки в разных комнатах должны быть на одном уровне. Так делается в 99% на каждом объекте. Часть разметил, думая, что на сегодня достаточно. Замешал гипсовую штукатурку, ту же, что я штукатуривал стены, тщательно вмазываю по краям и накидываю с небольшим запасом, ведь необходимо качественно все заполнить штукатуркой, чтобы не было пустоты за подрозетником. И тщательно вдавливаю смесь. Смесь выдавливается со всех щелей, и это хорошо, но единственное, я бы порекомендовал выкручивать саморезы, так как чистить их потом не особо прикольно, а с пластика штукатурка отлично отлетает при небольшом усилии. Все, что выдавилось, то выдавилось, лишнее убираю, а где не хватает, добавляю и забиваю пустоты. Тут скорее нужна золотая середина по наполнению, так как если закидать много, то замучайся выдавливать и корректировать. А если мало, то замучайся высовывать и понемногу добавлять. И естественно все руки и пальцы будут в полном... нет, в штукатурке. А вот то, что немного выдавилось через щели внутри, я сразу не убираю. Так получится только размазать. Убрать лучше на следующий день, ну или когда смесь схватится. Почему смесь? Потому что примораживать можно не только гипсовыми смесями, но и на цементной основе. Но не в данном случае. Тут только гипс. Если была бы цементная штукатурка, то можно примораживать либо на гипс, либо на цементную штукатурку, либо на плиточный клей. Но к этому скоро доберемся. А по окончанию еще раз проверяю. В принципе, любым уровнем. Хоть пузырьковым, хоть лазерным уровнем. Главное, чтобы ровно показывал. Но при этом желательно не трогать провода и оставить их в покое до полного застывания штукатурки. Поэтому в самом начале я их поднимаю выше центра подрозетника, чтобы удобнее было проверять и выставлять. А вот если все же получилось вымазать внутри, и этого не всегда получается избежать, то лучше оставить так. Есть легкий способ чистки при помощи ёршика. Аналогично примораживаю остальные. А вот что по поводу делать вровень со стеной или, так сказать, вровень выпирать подрозетник, то нет, я же делаю на миллиметр-два утопленные. Если делать четко вровень с плоскостью стены, то потом во время шпаклевки стен постоянно цепляешься, а иногда приходится подшлифовывать. Но это лишняя работа, которая отнимает ваше драгоценное время. Как вы заметили, все делается достаточно быстро. И самое кайфовое, когда руки чистые. Все делается практически двумя шпателями, узким и широким.
а широким хорошо контролировать относительно линий. Да, кстати, я не сказал в прошлых роликах по поводу стяжки. Я накрыл пленкой, но не навсегда, а даю периодически просохнуть. Закончился рабочий день, открыл на ночь. Ну а качество, конечно, просто завораживающее, руки так и чешутся. Скоро доберемся до напольного покрытия. В первый день успел приморозить не все, поэтому доделаю на следующий день. Все по тому же алгоритму. А вот тот самый набор. Тут все сложно, тут есть переходы с коробки в подрозетник, поэтому тут неспроста два пустых. Но остальных два двойных примораживаю на одном уровне. Казалось бы, заказчик все разметил на глаз, а получилось все по уровню, там где это действительно понадобилось. А теперь установка после оштукатуривания и высверливания под подрозетник алмазной дрелью и алмазной коронкой. Все в принципе аналогично предыдущему способу. Разметка, высверливание, проверка, обеспыливание и увлажнение. По поводу, чем увлажнять водой или предварительно загрунтовать грунтовкой, разницы особо так каковой нет. Это если устанавливать одинарные или двойные подрозетники, да еще и на гипс, как в данном случае. Так как эта работа выполняется быстро, то вполне реально успеть выполнить все операции по примораживанию. Если устанавливать по такому же алгоритму, тут же удобнее приморозить подрозетник, а потом протянуть провод. А вот если устанавливать более 2-3 подрозетников в одном блоке, то с гипсом можно не успеть, поэтому приходится немного ускоряться. Ну а грунтовка в таких случаях все же увеличивает жизнеспособность гипса. Тут теперь уже на ваше усмотрение, грунтовать или увлажнять. С гипсовой штукатуркой, в отличие от чистого гипса, запас времени на корректировку увеличивается в разы. Да и кто знает, с гипсовой штукатуркой отходов гораздо меньше, чем с гипсом. Установка подрозетников в заранее просверленное отверстие и сверление после оштукатуривания отличается тем, что отверстие получается гораздо аккуратнее и уменьшается расход штукатурной смеси. Но в первом варианте гораздо больше места для корректировки, чем во втором. Поэтому с алмазной коронкой лучше использовать шаблоны или точно размечать и четко сверлить. Да и прибудет быстрая и четкая установка подрозетников. В последующем установка розеток и выключателей. Ну и тест на отрыв после увлажнения, а не грунтования. После грунтования я точно выдергивать не буду, это 100%, что будет держаться хорошо. Ну и второй способ показал отличный результат. Но о установке на пену я уже говорил. Редкостно перейдем на установку после укладки плитки. На дымоходе я также заранее высверливал под подрозетники, потому что знал, какая будет плитка. Затем оштукатурил и облицевал. По факту в плитке проделал два отверстия. А вот чем тут приморозить, да чем хотите. Хоть гипсом, хоть плиточным клеем. Но работая с клеем, по завершению работ чаще всего есть небольшой остаток. Его же лучше не в мусор, а в дело. Подрозетник отлично держится и заказчику будет приятно, что клей не оказался на свалке. Но устанавливать подрозетники после укладки плитки гораздо интереснее и получается аккуратнее, чем по оштукатуренным стенам. На заметку и мой вам совет, подрозетники устанавливаются после укладки плитки, а не до укладки. Особенно это связано, когда целый блок из 5 подрозетников. А вот на фартуке плитка была под вопросом, поэтому я просто заложил провод, а после оштукатуривания высокоточные разметки после раскладки плитки по полу высверлил в стене, а потом уже на плитке, чтобы все было четко и по центру плитки. Был бы широкоформатный керамогранит, вопросов бы не возникало. Сверли, так сказать, где тебе удобно. Точнее не тебе, а заказчику.
Так, ну и в завершение, спасибо за просмотр. Если ролик действительно был полезный, то обязательно поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Ссылку на телегу также оставлю в описании. Надолго не прощаемся, скоро увидимся.